Это видео продолжение вязания коврика из джута. Первое видео вы можете найти на моем канале, а также я оставлю ссылочку в описании к видео. Напоминаю, что вяжу я из джута трехниточного, крючок номер 5,5, а также на экране будет подробная схема каждого ряда. Меня зовут Наташа, давайте продолжим. 12 ряд начинается с столбика, имитирующего столбик с накидом, для бесшовного соединения ряда. Для этого вытягиваю еще одну петлю из задней стенки. Первую петлю перекручиваю против часовой стрелки, захватываю вторую петлю и возвращаю крючок по часовой стрелке в исходное положение. Провязываю 2 петли на крючке. Одна воздушная петля, и следующий столбик с накидом я буду вязать через одну петлю от крючка. То есть этот ряд аналогичен 10 и 7 ряду. В конце ряда выполню соединение подарку соединительным столбиком. Тринадцатый ряд. Вытяну петлю подлиннее, сделаю накид на крючок, ввожу крючок подарку и вытягиваю нить. Еще накид и вытягиваю еще одну петлю, провяжу петли на крючке вместе. Далее 2 воздушные петли, крючок подарку, вытягиваю нить, накид, крючок подарку, вытяну нить, еще накид и вытяну нить из-под арки. Провяжу все петли вместе. 2 воздушные петли. Этот ряд полностью повторяет 8 ряд. Такая последовательность сохраняется до конца ряда. Соединение ряда. Крючок буду вводить в основание пышного столбика на себя. Подхвачу петлю и вытяну ее наизнанку. Теперь введу крючок между первым и последним пышными столбиками, накину на него петлю и провяжу ее. Вытяну полученную петлю подлиннее и вытяну еще одну петлю из задней полупетли. Провяжу столбик подъема, имитирующий столбик с накидом для бесшовного соединения. Свяжу под эту арку еще один столбик с накидом, и далее в течение всего ряда я буду вязать 2 столбика с накидом под каждую арку. Соединение ряда выполню за основание первого столбика. Протяну через него петлю. Крючок введу между первым и последним столбиком ряда, одену петлю на крючок и провяжу ее. Вытяну еще одну петлю из задней стенки и снова провяжу столбик, имитирующий столбик для бесшовного соединения. 2 воздушные петли и столбик с накидом через одну петлю от крючка. Снова 2 воздушные петли и столбик с накидом через одну петлю от крючка. И так далее до конца ряда.
то есть 15 ряд повторяет 5. Соединение ряда выполню под арку соединительным столбиком. Шестнадцатый ряд начну со столбика, имитирующего столбик с накидом. Под эту арку провяжу еще один столбик с накидом. Под вторую арку провяжу 3 столбика с накидом. В этом ряду идет чередование. 2 столбика с накидом, 3 столбика с накидом под каждую арку. Так вяжу до конца ряда. Соединение выполню бесшовным способом за основание первого столбика. В 17 ряду выполню столбик подъема, имитирующий столбик с накидом. И вяжу его точно так же, как 15 ряд. То есть столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом через 1 петлю и так далее до конца ряда. Итак, я уже провязала 18 и 19 ряд, так как они полностью повторяют 13 и 14. Можете пересмотреть их вязание, я сделаю тайм-коды в описании или воспользуйтесь схемой на экране. Я выполню соединение 19 ряда за основание первого столбика. Ввожу крючок в основание, вытягиваю петлю, ввожу крючок между первым и последним столбиком, одеваю петлю на крючок и провязываю. Провязываю 1 воздушную петлю. Начинаю новый ряд. Провязываю 3 воздушные петли. Отсчитываю 2 петли и в третью вяжу столбик без накида. Вяжу 3 воздушные петли и в третье основание от крючка вяжу столбик без накида. Вяжу 5 воздушных петель. В четвертое основание вяжу столбик без накида. Далее все повторяется. 3 воздушные петли, в третью петлю от крючка 2 раза и 5 воздушных петель, в четвертую петлю от крючка 1 раз. У меня получилось арок из 5 воздушных петель 25 штук.
Ряд заканчиваю 5 воздушными петлями. Выполняю соединение ряда соединительным столбиком. 21 ряд. Еще один соединительный столбик во вторую петлю арки. 3 воздушные петли. И под следующую арку вяжу столбик без накида. В арку из 5 воздушных петель я буду вязать столбики с накидом, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, воздушная петля. И так мне нужно провязать еще 5 столбиков с накидом, разделенных между собой воздушными петлями. Всего их будет 7 штук. После 7-го столбика с накидом воздушная петля не провязывается. Я сразу вяжу столбик без накида в арку из 3 воздушных петель. 3 воздушные петли и столбик без накида в следующую арку. Это ряды заключительные, как сказать, красивая обвязка края коврика. Один узор готов. Продолжаю вязать также столбик с накидом по следующую арку из 5 воздушных петель. И так до конца ряда. Заканчиваю ряд соединительным столбиком. 22 ряд последний. Он состоит из пышных столбиков. Ввожу крючок в арку за столбиком с накидом. Вытягиваю нить, накид, вытягиваю нить под аркой. Повторить еще раз. Провязать все петли на крючке. 2 воздушные петли и повторить узор еще 5 раз. Всего провязать 6 пышных столбиков.
После 6-го воздушная петля не вяжется, а сразу вязать столбик без накида в арку из 3 воздушных петель. Нахожу снова столбик с накидом и в арку после него вяжу пышные столбики. И так до конца ряда. Заканчиваю ряд соединительным столбиком. Меняю крючок и прячу ниточку в петлю крючком на размер поменьше. Хвостик буду прятать по ходу столбиков в коврике. Вот так выглядит готовый коврик. Если вязать пышные столбики по 4 и более петель, он будет более фактурным и немного большим в диаметре. Ну и соответственно ниток потребуется больше. Коврик следует отпарить утюгом через влажную ткань, и он готов к использованию. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться и до следующего видео. Пока!